Московское время 4 часа утра. Я нахожусь в лобби отеля «Молодежный», в котором с минуты на минуту появится, пожалуй, самый известный киберспортивный комментатор от СНГ. Его зовут Виталий Волочай, и примерно через час начнется его рабочий день. Ой. Доброе утро. Доброе Рада утро. тебя видеть, дорогой друг. Да не ври. В 4 утра нет такого понятия, рад кого-то видеть. 21:45, я лег в кровать уже где-то часов 9, думаю, буду спать. Ну ладно, думаю, посмотрю футбол. Начал смотреть футбол и пытаюсь уснуть. Ну, футбол, нифига не скучный, уснуть не могу. В итоге первый гол Реал забил, на второй гол, как только забили второй гол, еще даже там Роналдо начал радоваться, я выключил кнопку на пульте и постарался уснуть, но не вышло. Это хорошо, что мы с тобой до эфира общаемся, потому что если мы с тобой до эфира не общались, я бы сейчас как в коридорах стоял бы, чистил зубы и скороговоркой разговаривал. Добрейшее утречко. Самые добрейшие утречки, из которых мы Всё? Видите, тоже выспался, какие мы свеженькие. Мы готовы? Свежая команда. Да, пойдем. Короче, Так, самая большая проблема это то, что это соединение между Украиной и Россией. Это Да. все понимают. И я не люблю поезда, я очень не люблю поезда, потому что я жутко длинный, и у меня ноги не помещаются. И, я не высыпаюсь в поездах, поэтому вынужден летать на самолетах. А на самолетах ты выходишь из дому в Киеве в 6 утра, в 7 ты в аэропорту, в 9 у тебя рейс, потом в 11 ты в Минске, 1,5 часа пересадки. В итоге в 2:30 ты в Домодедово, ты попадаешь в лютую пробку в Москве, ты приезжаешь в отель в лучшем случае в 4:30, пока заселился, пока душ, пока ты спустился, уже 6 часов вечера. Ты видел эту хрень? Два хука новых? Нет, ты видел, что во время ультимейта происходит? Это вообще нормально? Самая легкая работа в киберспорте — это обсервер. Вот это мы сошлись на том. конечно. Да, ты сидишь, показываешь, тебя весь чат просто поливает какашками, это самая легкая. Самая худшая работа в киберспорте — это реально менеджер. Я самый неудачный менеджер в истории человечества. В этом году так точно. Я команду не смог собрать, чтобы в Китай полететь. Вот, об этом поподробнее, пожалуйста. Что да. произошло и с Counter-Strike, и с Доткой? Про КС я ничего не скажу, потому что там у ребят свои отдельные разборки, там Simple и так далее. А в Доте, как все было, то есть собрали состав прикольный, 5 человек, поехали в Барселону, все довольны, поиграли, проиграли у этих нехороших людей. Приехали домой, все ребята хайп, все, едем на мировые финалы, можем что-то сделать, русские сильные, за топ-2 можно бороться, можно еще и с ними побороться, если хороший матчап попадется. Конечно. А потом началась маленькая рвань, потому что где-то за 3 недели до Весга я начал делать ребятам визы, то есть мы сделали в Киеве быстренько визу Ромке Резолюшену, я взял паспорта у Нунчика и у Лила, которые были на буткемпе, поехал в Киев делать им визы, и в тот день, когда я забираю паспорта у Лила и Нуна, приезжаю, в тот день я должен идти их подавать, мне, Рома Дворянкин пишет, теперь, слушай, мне нужен Лила паспорт. Я говорю, зачем? Ему он нужен. Я говорю, мне надо визу сделать. Да нет, он ему уже нужен. Я говорю, а что такое? Сейчас будет анонс. И через полчаса анонс, Лила кикают из Virtus.pro, ему нужен паспорт, чтобы уже прилететь в Киев на буткемп, команды Нави. А мне нужно сделать визу, если я буду делать 5 дней визу, то, Лил будет 5 дней ждать в Москве, не сможет прилететь на буткемп. В итоге визу я делаю только Нунчику, Лилу мы паспорт передаем, и в этот же момент я узнаю, что МДЛ поставили европейские квалификации на свой мажор на время Весга, и, соответственно, Резоль не может ехать. Где-то 2 дня я их уговариваю. Они такие, ладно, ты прав, давай мы перенесем квалификации, чтобы не было никаких конфликтов, все довольны, все хорошо. Тут приходит сообщение от менеджера МДЛ, мы вернули обратно квал. Я говорю, почему? Команда OG затребовала. И прям в день этих квалификаций они его кикнули. И он не едет на И он не едет квалификацию. никуда. Алло, OG, здорово, вы, вообще нормальные? Я очень уважаю Эвани, Флая и ребят, которые там занимаются, но это, был, совсем они, подосрали прям очень плотно. И в итоге мы попытались найти замену, мы там написали Фену, у которого была китайская виза, но было уже слишком поздно, и в итоге состав мы толком собрать не смогли, так что получилось только куча потраченных денег и времени на визы и провал. Можно шею мне не гримировать? Да, конечно. Да, потому что меня потом жена ногами пинает за испорченные рубашки.
Прокомментируй, пролей свет людям на эту ситуацию, на этот громкий анонс, про который никто и не подумал, что это правда. Все решили, что это шутка. Ну, то, что анонс был 1 апреля, это, скажем так, не наша идея. Я пытался убедить ребят, что из Рухаба, что, блин, ну давайте хотя бы сделаем 2 апреля, потому что люди не поверят. Вот так получилось, что мы договорились очень давно с менеджментом о том, что до 31 марта работаю я и Андрей Григорьев. Просто, заранее, понятное дело, никакой информации не было. Я еще 31 марта работал в эфире. Ну, на самом деле, этот мув, он выгоден и мне, и Рухабу, потому что, как я уже сказал, серьезно, добираться сюда каждый раз для меня это супер неудобно и это супер невыгодно Рухабу, потому что, привези этого Вилата, Конечно. заплати ему за билет, заплати ему за отель. Вот это на абсолютно все ивенты. И в итоге мы договорились, что вот будет вот такая вот основа. Ребята справятся, в принципе, скажем так, и без моей помощи. Так что пока ничего не поменялось. Есть еще старая история с тем, что ты ушел из StarLadder когда-то. Вот лично мой взгляд на эту ситуацию, поправь меня, если я не права, что там было больше о том, что ты был про идею и творчество, а остальные товарищи были больше про бизнес, и в этом вы не сошлись. Или не так? Да, на StarLadder было все совсем по-другому. То есть ты тут абсолютно права, потому что там нам не давали возможности. Там была куча идей, там была куча проектов, там хотелось что-то делать, но не было денег, постоянно были какие-то отмазки, постоянно надо было людей на что-то другое задействовать. И, соответственно, там, мы вообще не сходились с менеджментом в том, что надо делать. Я их пытался уговаривать очень долго. Потом, когда уговоры перестали работать, я уже начал намекать, что, ребята, если вы прямо сейчас не начнете мне помогать, я реально уйду и буду делать конкурента вам назло, если вы не начнете мне помогать. В итоге получилось, как получилось. Договориться с ними не вышло. И там были идейные больше расхождения. Рухаб, по сути, состоял из 2 частей изначально. То есть, московская часть и киевская часть. Киевская огромная команда, которую мы с Андреем собирали 3 года. И московская команда, которая за все это время тоже собиралась. В итоге, так как случились вот эти все изменения территориальные, киевский офис закрыли, соответственно, большинство людей из Киева, фактически вся команда там доработала определенный срок. И, по сути, стоял выбор. То есть, мне оставаться сюда, ездить, страдать, либо оставаться, со своей командой киевской, может, как-то что-то потом придумывать. Рухаб предложение сделал всем переехать, там, повышения были определенные зарплаты, но ты не можешь, перевести, условных обсерверов, у которых там зарплата, небольшая, Конечно. Хорошая по киевским нормам, но по московским нормам, не хватит даже, чтобы квартиру снять. Ты не можешь их сюда перевести. И точно так же со всеми идет цепочка. Тут просто дело элементарных финансов, тут ничего там супер подковерного нет, уж как получилось, так получилось. Все, я тебя перед эфиром больше не буду мучить и хочу пожелать тебе отличного сегодня рабочего дня. Да, сегодня будет весело. Сегодня Virtus.pro ликвид, Virtus.pro проиграю. Virtus.pro выиграют! У-ху-ху! Миракл наваливает невероятно больно, но тут БКБ, Ван может жить вместе с Рамсесом, надо больше дэмджа по Мираклу, больше надо дэмджа по Мираклу, Миракл погибает, в этот момент тоже заставили, в этот момент его живой, есть бэкбэк от Андерлона, пытается туда прилететь, в этот момент тоже погибает, Андерлона можно после бэкбэка убить, зацепили Рамсес уже! He nailed it! Никогда, это его мечта, он всегда будет комментировать, вообще не затыкается никогда. Мне кажется, никогда. Я думаю, никогда он не перестанет. А что он делать будет, если он перестанет комментировать? Поэтому он будет комментировать все, даже если не киберспорт и не спорт. Просто будет комментировать что-то. Людей. Даже если перестанет комментировать, то, возможно, начнет анализировать то, как люди комментируют. Это превратится в такого Светлакова, который сидит перед телевизором, все равно смотрит доту, и вот это «Да куда ж ты идешь? Кто так играет?» Вот это в майке вот это заляпанный. Ничего, короче, не поменяется. В StarLadder обратно. Он какая-то туда-сюда, туда-сюда. Просто решил идти дальше иногда. Ты устаешь, то есть, например, вот как... Жена. Я думаю, там целая бригада каких-то людей пишут. То есть 2 человека. Виталий и Виктор. Но живут они в одном теле. И иногда твиты пишет Виктор. О, на самом деле Вилат постоянно злой.
Я реже его вижу добрым, чем злым. Есть Виталий, а есть второй человек, Виктор. Вот Виталий добрый, а Виктор злой. И Виктор часто приходит, а последнее время все чаще и чаще. Наверное, какие-то квалы на киевский мейджор. Это было очень давно. Несколько сотрудников повели себя не особо профессионально, и я слышу, как Вилат злой через 2 двери. Ну, то есть этот благой мат, он намекал, что Вилат злой. Вот Вилат комментирует, а я что-то там дополняю, а я понимаю, что Вилат уже минуты 2 ничего не говорит. Я говорю и думаю, что-то не то, как-то неправильно смотрю, а он просто баскетбол смотрит на планшетике вот так вот. Опа. Он как-то начал комментировать реплей по новой. То есть прошел замес, он отвлекся буквально на секунду, посмотрел куда-то направо, в это время режиссеры включают, ну, то есть замес прокомментировал я, режиссеры включают реплей, потому что это была интересная драка, он не видит таблички реплей и начинает опять орать и комментировать его. Он балабол, вот что, ну это не вставляй. Вилат обещал? Вилат обещал. Говорить умеет, но это талант не скрытый, а других не знаю. Великолепная память на все имена, решафлы, составы и прочее. Помнит нереальное количество из обычного спорта, из доты и так далее. То есть, ну, как для меня это талант. А вот как раз в предыдущий твит надо обратиться, и Вилат обещал, Вилат выполнит. Каждому комментатору здоровый сон вовсю. Я буду орать в каждом файте. Я знаю, но я забыл. Ну, я знаю довольно долго. А Вилат тоже не молодой. Институт он закончил, если закончил, кстати, в этом я не уверен. Но я думаю, лет уже... Не знаю, ну, скорее всего, плюс-минус. Там что-то около 12. Короче, лет 15, мне кажется, они знакомы. Давай будет 10. Реально дофига. В 7 классе мы с 2 разных школ перешли в одну. В 7 класс это мне было 13, ну ей тоже. И вот, собственно, сейчас мне уже 31. То есть, получается, 18 лет мы знакомы, 14 встречаемся и 4 женаты. Боу! Ты можешь вспомнить ее первый опыт в киберспорте и в индустрии? Мы сегодня утром с тобой об этом говорили уже немножко. Что, удобно, потому что раньше ты сидишь сам, готовишься к интервью, а так ты просто ложишься в кровать на International, и тебе просто дают планшет. Вот 3 готовых интервью, проверишь, такой, о, Нормально, пойдет. Семейный подряд, это хорошо. Я начал заниматься этим всем где-то в 2008 году. Понятное дело, что никаких толком денег это не приносило. Приносило только убытки, причем довольно серьезные убытки иногда, да, когда приходилось зарплату тратить, чтобы там команду в Москву на Асус отправить со своих денег, что спонсора пропадали, и ей это очень не нравилось, поэтому изначально там она немного негативно к этому относилась. Я не помню, куда мы первый раз съездили, она раз со мной поехала на турнир, там побывала, посмотрела на атмосферу, типа прикольно. Опять прикольно. Ну и в 2012 году она впервые попала на International, заразилась вот этой идеей, типа, что, блин, а почему никто ничего не делает? Можно же поделать какой-то контент, можно что-то попридумывать. В тот момент такого понятия, как контент, вообще не было. И вот где-то между 2-м и 3-м International мы начали попытки вот делать какой-то контент сами. Как вы справляетесь с хейтом под тегом «Жена Вилата»? Если есть там толстокожие люди, вот да, типа там меня, ну я реально за 8 лет, я уже настолько с этим хейтом сжился, что, ну, мне серьезно плевать, на что там пишут и так далее. Я знаю, что мне делать, я ориентируюсь на мнение там моих коллег, моих близких друзей, которые мне напишут, если я плохо отработал, мне реально напишут, типа, что ты за фигню нес в эфире. Конечно. А ориентироваться на мнение людей... Ну, Она девочка, понимаешь? да, к тому по-другому. же одна девочка, но она умная девочка, и точно так же, как и умные другие девочки. Вот, в частности, да, вот я с многими там комментаторами общаюсь женского пола, скажем так, которые там работают у нас, и Мила та же работала на Рухабе, мы с ней работали, и Даша Автодистракшн.
И я всегда им советую, что, девчонки, вы вот посчитайте, есть одно прекрасное, я его недавно в Твиттере линковал, одно прекрасное исследование гарвардское, где было доказано, что 2% пользователей Reddit создают 98% срача. И тут точно так же, как и в ресторане. Когда ты идешь в вкусный ресторан, ты хорошо покушал, ты очень редко оставляешь позитивный отзыв. Но когда тебе что-то не понравилось, вот что-то, вот не такая картошка, как у мамы, ты обязательно зайдешь и напишешь: ресторан дерьмо, картошка не как у мамы. И вот точно так же людям нужно воспринимать все наше комьюнити, все, что происходит в интернете. Все привыкли, что в киберспорте, в футболе, не знаю, в баскетболе, в хоккее должен комментировать мужик, должен в студии аналитики сидеть мужик, и именно он должен рассказывать о том, что происходит. И это тотальный идиотизм, потому что есть огромное количество женщин-профессионалов, и они вообще никак по своим профессиональным качествам не отличаются от мужчин. Вот вообще никак, включая киберспорт. Я уже не говорю про то, что любой вам человек из многих команд докажет, что, например, с точки зрения командного менеджера, девушка это лучше, чем мужчина, намного лучше, что она больше переживает о своих ребятах, она больше парится там о питании, о чем-то, она сможет там психануть и сказать: нет, вы будете есть то, просыпаться востока. Девушки более упорные, девушки более стремительные и так далее. А у нас все, кто-то слышит голос Даши, либо Ритель, либо там Автодистракшн, либо Милы. И ты просто читаешь, что происходит в чате во время того, когда в кадре появляются девушки. Что у вас в голове, люди? Ну вот серьезно, в чем ваша проблема? Ребята, это цивилизованный мир, это 2018 год, как бы относитесь к женщинам нормально. Ты рад, что мы буквально тебя перенесли в украинский уголок в центре Москвы? Знаешь, когда в Москве бываешь дней 10, там на турнирах и так далее, типа 4 дня работаешь, потом на 5-й день приезжаешь сюда, прям так душа отдыхает, так хорошо, голубцы, сало. Самый киберспортивный тост О, от Вилата. Самый киберспортивный тост от Вилата. Его же потом будут цитировать. У меня уже есть. Мы уже его когда-то в эфире озвучили один раз, и на нас потом очень сильно наезжали, что мы якобы в эфире, прям в эфире с Витей Гатхан типа выпивали, хотя это была реально вода. Мы комментировали на территории ресторана, и реально не было другой посуды, кроме бокалов под шампанского. В тот момент, когда Virtus.pro выиграли у команды Liquid в матче за выход на бостонский мейджор и попали на бостонский мейджор, мы с Витей подняли бокали и сказали: ну, За СНГ доту. это самое правильное. Сейчас заплачу. С сальцом. С сальцом, да. Это обязательно. Ой, Что такое? хорошо. День, когда я выпила горилки с Вилатом в Москве, в корчме под сало. Вот все люди, которые меня, типа, обзывают, там, салоед, сальный, они думают, что это обидно. Блин, это вообще нифига не обидно. Но я реально обожаю сало, я его реально обожаю. Я могу хавать 3 раза в день. Ну, это понятно, любой украинец любит сало. Нам тут явно не скучно, нам тут действительно вкусно. Нам тут рады. Можешь вспомнить, когда тебе, может быть, было стыдно перед твоей женой? Неудобно, стыдно, Смотри, ты сожалеешь о чем? Смотри, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й интернешнл после автопати. Мне было очень стыдно. Мне реально было... Ладно, вру, на 6-м не было стыдно, на 6-й просто она не полетела, да? Ребенок был слишком маленький, и она не полетела. Ну, мне стыдно, когда я на автопати гуляю, скажем так, и гуляю прям широкой душой, и потом чувствую себя с утра очень плохо, надо куда-то лететь, вот тогда мне прям очень стыдно. Может быть, когда-нибудь кто-то по незнанию, может быть, уделял ей знаки внимания, пытался подкатить, как-то криво подмигивал на интервью. Может быть, были такие моменты? Слушай, ну есть просто легендарный момент одного из первых интервью Артизи, где Инна берет у него интервью на саммите, и эта гифка просто облетела весь мир, и ее до сих пор форсят, где Артур очень старался смотреть ей в глаза, но на 4-й минуте у него перестало это получаться, да. Не, ну на самом деле все прекрасно знают, как бы, кто такая Инна, у нее есть очень много веселых историй, она может когда-то рассказать, там, когда один раз сейчас это будет звучать очень смешно, но я потом объясню, один раз их охрана вывела из борделя Инну и Аки. Потому что они вдвоем танцевали в борделе в запрещенном месте. Это звучит очень жестко. На самом деле, на территории бывшего борделя в 19 столетие на Старладере в 11 сезоне в Бухаресте проводилась автопати. Да, и там был такой танцпол, и нельзя было залезать на сцену. Всем было весело, и они с Аки, хороший наш друг, танцевали на сцене, и их охрана чуть за это не вывела. Я помню, как мы с тобой были в Кёльне на футбольном матче SK Gaming Virtus.pro,
Сейчас будет маленький инсайт. Я там услышала от тебя замечательный термин, опять же, на автопате, именуемый как киберблязия. Да, великолепный термин. Что ты хочешь узнать про этот термин? Я хочу узнать короткое определение Вилата термина киберблязия. Ну смотри, в эпоху расцвета киберспорта, назовем это так, то есть 2010-2011 год, когда Dota становилась популярнее, разгонялась, но игроки еще не были настолько недоступными, как сейчас. Как только начали появляться крупные деньги, там 10-й сил StarLadder, первых там 100 тысяч призовой, там 200 тысяч, 300 тысяч призовой, это реально были первые большие деньги в Доте, начало появляться очень много свиты. Стандартные группис — это понятие, которое знакомо всем там рок-музыкантам, всем подряд. Это все стало называться там официальная киберспортивная женская Дота, при том, что там у нас были турниры в Киеве, на которые приходило 4 команды, и из этих 4 команд 2 девчонки умели играть, а 18 приходили тупо побухать на автопатии, подцепляться к пацанам. Ты на каждом турнире видишь одних и тех же девушек, да, и которые к разным абсолютно пацанам начинают пристать, ты подходишь и говоришь, типа, братан, ну, она 2 недели назад в Киеве клеилась тому-то, сейчас к тебе. И это очень сильно вымораживало. И они еще и пытались привлекать к себе больше внимания, и прям вот, знаешь, вот эта вот эпоха была расцвета, и вот тогда появился вот этот термин кибербляди, и цель была абсолютно понятна, там, понравится Попею условному, да. Села, ногу закинула, видит, что камера идет, Шерон Стоун пошла, вот это и так далее, типа, да блин, ну черт побери, и меня это реально зацепило, потому что они начали себя перетягивать внимание, которое, в принципе, должно идти к игрокам, а не к вот этим вот группис. Группис — это группис, не надо обижаться, что их так называют. Но пока это, грубо говоря, не лезет в камеру и не мешает жить условному там Дэнди, Пупею, Лилу, меня это полностью устраивает. Если вы начнете мешать им жить, если вы начнете как-то делать так, что игроки будут чувствовать себя некомфортно и думать в первую очередь не про игру, я опять к вам приду. Выйдет на тропу войны. Итак, вернемся к доте. Топ-3 игрока украинской дота-сцены прямо сейчас и топ-3 мира, на твой взгляд. Первый No One, второй Лил, третий... И вот с третьим вот я немножко задумаюсь, я, возможно, сейчас немножко стреляну в воздух, потому что я могу сделать ошибку, но третьим я бы назвал Кристаллайза. Вот Кристаллайз молодой, Кристаллайза вся жизнь еще впереди, да, вот No One, Лил, Кристаллайз. Я очень сильно забыл про Рому Резолюшена. Рома, прости меня, я дебил. Топ-3 мира. Я точно скажу, что в топ-3 мира входит Miracle, это однозначно. Я знала, что ты скажешь первым. На каком месте сложно сказать, но в топ-3 мира этот игрок входит вот вообще без каких-либо вариантов. Как бы не любили, либо не хейтили, в топ-3 мира входит товарищ Сумаил, и в топ-3 мира на данный момент входит... Как бы не любили и не хейтили, и не говорили там много чего, в топ-3 мира также входит у нас Вова, Нунчик. Лучший мидер сейчас планеты, Нунчик, без шансов. Если мы говорим сейчас, не знаю, когда видео выйдет, вдруг Virtus Pro сейчас проигрывать, у всех начнут играть, перестанут. Поэтому, наверное, лучший Miracle, но One второй, Сумаил третий. Решафлы и дисбанды, которые нужно произвести сейчас, на твой взгляд. Можно мифические совершенно, невозможные. Virtus Pro ничего не меняет, это абсолютно понятно, и ни в коем случае нельзя ничего. Я вообще считал, что ими не надо было и Лилу на Роджера менять, но это такое, мое мнение никому не интересно. Empire нужно менять минимум 2 игроков, ну ладно, минимум 1. Им точно нужно менять 1 игрока, им нужен хороший кэрри. Я считаю, что они сделали грубейшую ошибку, когда убрали Айрата, Сайлента. И вот мне кажется, им сейчас его не хватает. У них есть еще время до International, я уверен, что они эту замену сделают. Ну, надо что-то делать. Нави, как бы вы ни кричали, как бы вы ни шумели, я считаю, что Нави ничего не нужно менять в ближайшее время, кроме того, что им надо начать слушать своего аналитика. И им надо, в конце концов, определиться, кто у них капитан, и попытаться поиграть под руководством этого капитана, а не постоянно менять разные тесты. У вас прекрасный аналитик, у вас прекрасная система, у них все хорошо работает, у них хороший тренер, который умеет давать мотивацию, который умеет сплотить команду, у них есть очень хорошие скилловые игроки, которым нужно играть. Ты всегда горячо поддерживаешь украинских спортсменов, ездишь на турниры, даже критикуешь иногда федерации за то, что там не купили форму, еще что-то. В целом, вспомни свой самый крутой выезд, может быть, с какой-то украинской сборной, там, командой. Я путешествую за сборной Украины по баскетболу. Я большой фанат баскетбола, ни для кого не секрет. И начал, скажем так, очень сильно, так душевно переживать за украинский баскетбол, именно конкретно за украинский в году 2013.
так прям по-серьезному, когда уже там деньги начал зарабатывать, появились возможности куда-то поехать и так далее. И люди никогда не понимают, почему я туда езжу. Я вот в 2014 году поехал в Испанию со сборной Украины, в 2015 году я поехал в Латвию, и я присутствовал на матче, где Украина играла против Латвии в Риге на чемпионате Европы. Была 12-тысячная арена, и нас было, наверное, человек 9 украинцев, и все остальные были латыши, которые горячо поддерживали свою сборную, и мы выиграли 1 очко. И вот реально вот эту эйфорию, ее не передать, когда вас 9 человек, вы прыгаете с флагами, вы там кричите за свою сборную, и просто 12-тысячная арена молча сидит и думает, блин, ну как так? И ты вот в этой тишине, это кайф, это супер кайф. Сборная Украины проигрывала в четвертьфинале чемпионата мира в 2006 году. Мне было 20 лет. Сборная Украины вышла по футболу. Мы вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Это самый большой успех в истории украинского футбола. У меня там было 3 дня бешеной эйфории. И мы вышли в этот четвертьфинал. У нас в стране сделали государственный выходной. Мы так его ждали. И просто первый тайм, и нам итальянцы забивают 3 за 20 минут. И ты просто понимаешь, что все люди, я просто сижу, и я просто вышел на кухню, взял сигарету и помню, что реально, знаешь, слезы на глазах, настолько это было обидно. На доте плакал, может быть, окей, но может быть было типа ощущение, о боже, so close. Было. Друзья, давайте все вместе поддержим нашу команду. 2016 год, International 6-й, Нави приезжает на International. Они попадают на Liquid, мы все это ждем, Liquid слабые в группе тогда были, Нави, казалось бы, чуть разогнались, и я комментирую этот матч, там фантастический матч, у меня бешеные эмоции, я стою, я так болею, знаю, так переживаю, и они из-за глупых ошибок проигрывают, и это все еще происходит в мой день рождения. И мне было настолько обидно, я там выдал такой гневный спич по поводу, что это не СНГ Дота. Это не наша игра это немножко другое. Наша игра это на шопинг сходить, наша игра это повеселиться, наша игра это порадоваться жизни, привести своих жен, друзей, подруг. И когда я снял наушники и положил их на стол, мы с Витей комментировали, Витя уже встал, ушел, а я сидел так, оперся на руку, и мне было настолько... Вот мне это последний раз, когда мне было просто пипец как грустно, мне не хотелось вообще ничего, мне хотелось просто куда-то уйти, укутаться одеялом и смотреть что-то другое. Но плакать не плакать. Ты не устаешь от такого огромного количества спортивного контента, его же реально просто невероятное количество через тебя проходит? Не устаю, это знаешь, у людей есть хобби, это мое хобби, вот есть работа, киберспорт, и киберспорт мое первое хобби, да, а вот спорт это вот что-то такое, что вот мне когда-то отец в детстве привил, любовь к нему, к всему, вот все, что связано с любым профессиональным спортом, просмотром его, посещением вживую и так далее. Я не устаю, потому что это интересно, это круто, это дает, знаешь, много чего с точки зрения того, что много чего из спорта можно и нужно взять и перенести в киберспорт, начиная там от работы оператора, от работы комментаторов, что очень важно, потому что в спорте супер крутые комментаторы, заканчивая там оформлением трансляции, работой камер и просто созданием шоу. Танцы, вот все, ну это ж круто, блин, я не понимаю людей, которые не любят ходить вот на баскетбол, ну это же прикольно. Согласна. Реально очень прикольно, и я вот везде, где бываю, я везде стараюсь сходить на какой-то вид спорта вживую. Это была великолепная игра. Я болел против обеих команд. Было много трешек, было 2 слэмданка, ЦСКА выиграла, йоу-йоу. Нормально, мне понравилось. Ты продолжаешь комментировать как свободный легионер, как вольный талант. Да, я Какие планы? фрилансер. Модное слово, фрилансер. Планы комментировать доту меня уже пригласили на Эпицентр. Я буду работать на Эпицентре, буду комментировать финал Эпицентра. Так что я буду оставаться в строю. Я открыт к любым предложениям. Я уверен, что буду комментировать там все лучшие турниры, которые вы увидите. И буду работать над чем-то более веселым, более забавным. Я уверен, что появятся какие-то новые вещи, какие-то, может, новые видосы, новые аудио. Что-то буду делать. В общем, времени сейчас появляется много свободного. Желание тоже есть, так что будет весело. Мы будем следить Обязательно. за твоими успехами. Спасибо большое. Не за что, не за что. 2 слэмданка, йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу.
Ну что, друзья, если вам понравился второй выпуск «Миссис Марпл», ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну и самое главное, уже пора начинать фолловить меня в соцсетях, потому что в ближайшее время начну проводить там всяческие опросы, связанные с нашими следующими героями. Ну вообще, всем спасибо большое, что смотрите, всем пока и скоро увидимся.